Прорыв границы, масштабное наступление со всех сторон. Украина готовится к атаке. Что происходит в Сумской и Курской областях и какие заявления делает Москва? Названы даты завершения войны. Предупреждение для Киева. Зеленский может пожалеть о том, что хочет смерти Путину. Пресса Великобритании пишет о том, каким может быть будущее РФ без него. Детали скандальной статьи. Сотни тысяч или даже миллионы людей. Турцию накрыла масштабная волна протестов. США направляют войска, НАТО приводит силы в боевую готовность. Ради чего? Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Турция на грани. Сотни тысяч людей, а по заявлению оппозиции и миллионы вышли на улицы Стамбула против ареста главного оппонента Эрдогана. В стране крупнейшие протесты за последние 10 лет. Граждане требуют освободить мэра города. Оппозиция утверждает, что арест Имамоглу – это политическая расправа, чтобы убрать сильного конкурента перед выборами. Это только начало. Мы продолжим бороться. Мы будем продолжать бороться и бороться. С начала протестов по всей стране задержано уже около 2000 человек. Несмотря на это, митинги в основном продолжают быть мирными, но напряжение растет. Западные страны уже выразили обеспокоенность, заявив, что Турция движется в сторону авторитаризма. Они пытаются заставить прокуроров и судей бить нас пустыми словами, такими как коррупция и террор. В деле о заговоре есть все виды лжи, но нет закона. Напомню, Озель ранее призвал провести в стране досрочные выборы. Эрдогана, который находится у власти 20 лет, просят на выход. Турки считают, что рано или поздно они победят и справедливость восторжествует. Если оглянуться на историю человечества, во всех странах, при всех администрациях, при всех режимах, где было такое угнетение, рано или поздно народ и те, кто сопротивлялся этому угнетению, побеждали. Победили настоящие хозяева этих стран. Международный валютный фонд дает понять, война быстро не закончится и может продлиться до конца этого года. МВФ представил обновленный прогноз, в котором базовый сценарий предполагает завершение войны в Украине в последние месяцы 2025 года. Однако эксперты предупреждают, риски остаются чрезвычайно высокими, а переговоры о мире находятся лишь на начальной стадии. 3 года войны привели к ошеломляющим социальным, гуманитарным и экономическим потерям. Усилия по прекращению войны и потенциальные изменения в международной поддержке сохраняют исключительно высокую неопределенность перспектив. МВФ также ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2025 год, снизив его на 0,5% пункта. Теперь ожидается, что ВВП вырастет лишь на 2-3%. Кроме того, в МВФ считают, что завершение войны может улучшить экономическую ситуацию, однако остаются большие вопросы о международной финансовой и военной поддержке Украины. Прорыв границы – одна из главных тем в России и Украине. Военные аналитики концентрируют внимание на ситуации в Сумской области, которая граничит с Курской. Российская Минобороны заявляет, что Веселовка перешла под контроль ВС РФ. Это небольшое село, население по переписи 2001 года составляло 67 человек. В то же время украинский мониторинговый канал Deep State сообщает, что эта территория находится в серой зоне, то есть ее не контролируют ни украинцы, ни россияне. В сети пока есть только одно видео, которое, как утверждается, снято в Веселовке. На кадрах водонапорная башня с триколором. Больше фото и видео подтверждений нет. Тем временем в Украине говорят, что прорыва границы не произошло. Российские войска периодически заходят на территорию Украины в районе границы малыми силами. Несмотря на те заявления, которые недавно делала Россия о том, что они прорвали украинскую границу, это не так. Фактически враг продолжает использовать малые штурмовые группы, и нужно понимать, что напротив участка территории в пределах Курской области, где силы обороны вели свою операцию, враг накопил свои силы довольно значительные как по личному составу, так и по технике. Интересно, но о ситуации в приграничье заговорил и Зеленский, уверяет, что украинские войска продолжают бои на территории России. Сегодня я говорил с главкомом Александром Сырским о ситуации на нашем фронте.
также в тех районах, где наши силы действуют на территории России. Мы сохраняем активность, не дающую оккупанту заходить на территорию Сумской области, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за устойчивость всех наших подразделений, всех, от Курской области до южных направлений. Зеленский вновь обвинил Россию в срыве договоренностей и невыполнении обещаний не бить по энергетике. Кроме того, Киев требует реального давления и жесткой реакции, очевидно намекая, что такая реакция должна быть со стороны американцев. В то же время в Америке считают, что все хорошо, и ни Украина, ни Россия не нарушают данное Трампу слово, а поэтому прекращение огня в энергетике действует. Вице-президент США дает понять, Украине и России доверяют, но проверяют, так и говорит. Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что требует одна сторона, выполняется другой и наоборот. И, на мой взгляд, мы добились невероятного прогресса. Нужно помнить, что эта война началась при администрации Джо Байдена. Она привела к колоссальным жертвам и разрушениям. И впервые за почти 4 года, благодаря лидерству президента Трампа, у нас появился реальный шанс достичь мирного урегулирования. Президент будет бороться за это каждый день, чтобы это произошло. Конечно, мы будем держать вас в курсе нашего прогресса. Если посмотреть на то, что уже обсуждалось, то у нас есть соглашение о прекращении огня, касающееся энергетической инфраструктуры. Мы почти завершили переговоры о прекращении огня для коммерческих судов в Черном море. Как только это будет решено, мы перейдем к следующему этапу переговоров о перемирии. Украина тем временем готовится к масштабному наступлению российских войск. Информация об этом накануне появилась в западных изданиях. Цель наступления – усиление позиции Кремля на переговорах о прекращении огня. Об этом, в частности, сообщает Associated Press. Аналитики и военное командование указывают на возможный широкомасштабный натиск вдоль 1000-километровой линии фронта. Идет ли подготовка к такому наступлению, ответили в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности. Может ли Россия сделать это в ближайшие несколько месяцев? Нет, у них нет таких ресурсов. Готовится ли Россия? Набирает ли резервы, ресурсы? Создает новые подразделения? Да. Я думаю, что они будут готовы не раньше середины или конца лета, если вообще будут готовы, при условии, что продолжат мобилизацию в таком же темпе. Они действительно создают новые соединения и части. Готова ли Россия к наступлению через месяц? Точно нет. А если говорить обо всем фронте, то не существует такой армии, которая могла бы наступать сразу на 800 тысяч километров. Зеленский может пожалеть о том, что желает смерти Путину. Об этом также пишет западная пресса. Смерть Путина не спасет Украину, считает британский политолог Марк Галиотти, и предупреждает Зеленского о возможных последствиях. Президент Украины недавно заявил, что после смерти Путина все закончится. Однако Галиотти считает, что такие слова могут привести к негативным последствиям, поскольку смерть Путина вовсе не гарантирует конец войны. Галиотти напоминает, что слухи о скорой кончине Путина циркулируют с 2013 года, но каждый раз он оказывается жив и здоров. Теперь же подобные заявления делают не только журналисты, но и мировые лидеры, что, по мнению эксперта, свидетельствует о растущем отчаянии Запада. При этом Марк Галиотти уверяет, смерть Путина может привести к неожиданным и даже опасным последствиям для Украины и Запада. Например, на смену может прийти еще более жесткий лидер с аналогичной идеологией, Запад может бросить Украину ради сделки с Москвой, и политическая нестабильность в РФ создаст хаос, который усилит агрессию. Что вы думаете о такой информации, напишите в комментариях. США направляют войска. Крупные учения НАТО. Объединенные морские силы Североатлантического альянса провели военную подготовку у берегов Испании. В маневрах приняли участие Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания и Турция, а также американские силы поддержки. Французский вице-адмирал Дидье Малеттер отметил, что США продолжают поддерживать альянс, но грядущий саммит НАТО в июне может все изменить. Главная тема – финансирование обороны и необходимость увеличения военных расходов.
отходов. Напомню, что Трамп неоднократно критиковал Европу и в целом НАТО. Он считает, что союзники платят слишком мало за свою безопасность. Генсек Альянса Рютте при этом бьет тревогу. Говорит, Запад должен сохранить единство перед лицом угроз, иначе последствия могут быть катастрофическими. Тем временем в американской администрации нарастает раздражение. Министр обороны Пит Хексет назвал европейских союзников нахлебниками в закрытом чате. Информация об этом просочилась в СМИ. Мы очень могущественны. НАТО на данный момент является крупнейшей военной организацией в мире. Цель этих учений, в частности, их оперативная совместимость, потому что у нас 27 военно-морских сил из 32 стран. Это очень важно, когда нам нужно работать сообща, и эти учения являются отличной демонстрацией нашей мощи. В Мьянме продолжает расти количество жертв одного из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Накануне уже было известно о 1600 погибших, сотни ранены. Подземные толчки магнитудой 7,7 потрясли Мьянму, Таиланд и Китай. Гигантские разрушения, горящие здания и отчаянные поиски выживших. Спасатели продолжают поиски тел, а также тех, кому удалось выжить под завалами зданий. Мир при этом спешит на помощь. Многие страны отправили спасателей и медиков в Мьянму. Сейсмологи предупреждают, возможны новые подземные толчки. Люди боятся возвращаться домой. Власти ввели режим ЧП, а военные взяли под контроль разрушенные районы. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать.